Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор про осанку, и я хочу поделиться новым пониманием, которое очень эффективно оказалось для меня. И чтобы сразу вас заинтриговать, покажу вам фотографии изменений, произошедших всего за один сеанс. Я просто в шоке от таких результатов. У меня никогда не было таких быстрых и впечатляющих результатов. Ну и вот посмотрите, пожалуйста, на картинку. Что произошло с осанкой всего за один сеанс. Я повторюсь, что я сам просто в шоке, никогда не имел таких впечатляющих результатов. Это все естественное положение, ничего не подстроено. То есть он стоит так, как просто ему удобно. И вот я хочу объяснить, почему же так эффективно все получилось. И, как говорится, знание сила. Да, по мере того, как занимаешься осанкой, изучением осанки, конечно, накапливается опыт. И вот чем больше опыта, тем ты эффективнее становишься. И, конечно же, здесь важна вот именно теоретическая база, на основе чего ты ищешь и диагностируешь проблемы, где надо работать. Ведь основная проблема во всех системах, будь то остеопатия, мануальная терапия, кинезиология, массаж, фитнес, это где работать. Не как работать, не техника, а где. Где вот эта ключевая проблема, которая запустила все. Вот, то есть, ну и вот эту теорию понимают многие. И кинезиологи ищут это место, и остеопаты. Ну, мануальщики как-то больше однобоко. Массажисты тоже пытаются искать. Думаю, еще и фитнес-тренера тоже ищут вот это вот место, которое даст решение проблем. И вот я перепробовал все эти системы, и ни одна меня не удовлетворила, потому что ни одна не дала результат. Тот, который бы меня устроил. Вот. Ни поиск слабой мышцы, ни поиск тяг по остеопатии, ни также анатомические поезда Майерса, они тоже не дали ответ именно в диагностике осанки. То есть они хороши в том, как тело двигается. Что оно двигается исключительно благодаря мышечным цепям. Но в осанке, в оценке осанки это не работает, потому что один и тот же участок цепи может быть сокращенный, а другой будет удлиненный. И вы не знаете, что думать. Да? И вот я нашел совершенно новую логику, о которой почему-то не говорит никто. Я не встречал нигде именно вот ту логику, которую развиваю сам. Да? И это логика поддержания равновесия. То есть, когда я стал задумываться о том, как тело поддерживает равновесие, я стал получать ответы на вопрос, где надо работать. Вот эта вот фотография с исправленной осанкой человека за один сеанс, это подтверждение правоты моей теории. И давайте мы сейчас попробуем разобрать вот эту вот фотографию с разных точек зрения, да, и потом поймем, значит, как я нашел места, где надо работать. Ну и если смотреть с точки зрения... Мы будем смотреть только сбоку, для простоты, потому что основные проблемы, они здесь видны сбоку, не спереди. Поэтому я сфотографировал только сбоку, и это наиболее впечатляющее. Да? Оно полностью нам скажет, где работать. И вот если смотреть с точки зрения анатомических поездов, то мы полностью запутаемся. Да? Мы сразу скажем, вот здесь спиральная линия укорочена с двух сторон. Мы увидим, что тело прогнуто как лук, и мы скажем, ага, задняя поверхностная линия укорочена. И начнем искать кучу вот этих линий, но это абсолютно нам не даст ответа, где же ключевые вещи. Однако здесь я скажу вам всего раз, два, три мышцы. Всего три мышцы, даже может быть две самых решающих. И все, и не нужны никакие цепи. Вот, только надо понимать, как вот это, как искать, как диагностировать, как находить эту проблему. Давайте попробуем проанализировать этого человека с точки зрения того, как тело поддерживает равновесие. И мы можем видеть, что таз, если сделать проекцию, вертикальную линию, да, может быть не очень удачная фотография, тем не менее видно, что таз смещается вперед. То есть он сместился вперед.
И, соответственно, все тело будет падать вперед. Если я проведу линию, продолжу линию ног по прямой, то окажется, что голова предполагаемая, она вообще там выходит за стопы, да, и тело просто упадет. Поэтому тело что делает, да, оно начинает сокращать эти цепи, да, но цепи не могут сократиться сами по себе, цепи или мышцы цепей, да, ими управляет нервная система, и она это делает, потому что ей для чего-то это нужно. Так вот, для чего она сокращает вот эту заднюю поверхностную цепь? А для того, чтобы человек не упал и сохранил равновесие. Поэтому здесь мы наблюдаем сдвиг грудной клетки назад относительно таза. И все это нужно для того, чтобы поддержать равновесие. Одновременно мы увидим выдвижение головы вперед. С одной стороны, это следствие кифоза, а с другой, это также балансир для поддержания равновесия уже грудной клетки. Потому что чем короче рычаг, тем легче поддерживать равновесие и наоборот. Да? Если вы возьмете кувалду за самый конец ручки, то очень трудно балансировать. И чем ближе к массе самой кувалды, да, тем легче балансировать. Чем ближе мы к вершине кувалды, тем легче балансировать. Вот. Поэтому тело, как бы этот рычаг уменьшает, и поэтому есть выдвижение головы вперед. То есть раньше я думал, что это укороченные мышцы, искал какие. На самом деле нет. Это просто балансир. С одной стороны, а с другой стороны, это связано с тем, что кифоз выдвигает голову вперед. Не шея, а кифоз. Ну и отсюда следует вывод, какие же мышцы привели к этому. Ну и давайте посмотрим. Это передняя большеберцовая. То есть вот этот угол между ступней и голенью, он меньше 90 градусов. В результате получается это Пизанская башня. То есть чем меньше ушло в фундаменте, да, тем больше ушло наверху. То есть Пизанская башня на фундаменте может быть на сантиметров 10 просела, но наверху 2 метра отклонения. Также происходит и здесь. Вот небольшое отклонение этой мышцы, которое я раньше не придавал значения, вот, оно приводит к очень сильному изменению, и вообще оно является причиной вот такой вот осанки под названием шахматный конь. Да? Это именно передняя большеберцовая мышца, потому что она наклоняет все тело вперед. И тогда вступает в дело компенсация, сдвиг грудной клетки назад. Почему здесь именно сдвиг, а не прогиб? Потому что есть дополнительное укорочение, и тело не может прогнуться назад. Потому что вот такой вот сдвиг с кифозом – это не оптимальная компенсация, потому что есть выдвижение головы вперед и так далее. Да? Более оптимальную компенсацию мы видим на втором рисунке, потому что на втором рисунке осанка еще пока не оптимальна. Тем не менее, это более оптимальная компенсация, потому что здесь уже нет кифоза. То есть это компенсация равновесия без кифоза, как бы она выглядела, да? То есть мы видим все тот же прогиб еще, да, тело как лук. То есть это означает, что еще присутствует смещение таза вперед, и поэтому грудная клетка отклоняется, сдвигается назад для компенсации, и поэтому еще присутствует выдвижение головы вперед. Однако его уже это совершенно другая компенсация, да? Почему? То есть на первом рисунке, да, как было до, компенсация не может быть оптимальной, потому что есть укорочение. И здесь в данном случае это укорочение внутренней косой линии, о которой Майерс вообще не говорит, но он ее может отнести только к латеральной линии. Да, в латеральной линии она рассматривается, однако это совсем-таки не латеральная линия, а просто самостоятельная отдельная такая штука, вот, которая, конечно, объединяется в линии, но тем не менее действует самостоятельно. Да? То есть вот эта мышца не дает скомпенсировать как надо, и поэтому грудная клетка сдвигается вот с таким вот кифозом. И вот этот вот сдвиг увеличивает кифоз. Как ни парадоксально. То есть получается, что в этом случае
Основная причина в ногах. То есть кифоз зависит от того, что происходит в ногах. И мы здесь видим в ногах две вообще вещи. Да? Не только переднюю большеберцовую мышцу, но и укорочение прямой мышцы бедра. Из-за чего происходит передний наклон таза. Поэтому вот этот вот разгибание, прогиб туловища становится еще более трудным. Да? Тут и так есть укорочение. И поэтому тело сдвигает, не прогибает грудную клетку назад в позвоночнике, а сдвигает. Таким образом, приводя в баланс. Но вот этот вот сдвиг увеличивает кифоз и выдвижение головы вперед. Иными словами, основная проблема здесь в ногах, а вовсе не в туловище. И вот эта теория подтверждена вот моей практикой. Да? То есть я ему растягивал переднюю большеберцовую мышцу и также переднюю большеберцовую мышцу растягивал и растягивал прямую мышцу бедра. И сразу произошли изменения. Вот. Далее я ему растягивал уже внутреннюю косую мышцу. Тогда вот этот кифоз тоже уменьшился, и вот осанка изменилась. Но вот здесь произошла интересная вещь. После того, как я выправил ему наклон таза и поработал, удлинил, растянул внутреннюю косую мышцу, он стал стоять с задранной головой. Почему это произошло? Это произошло потому, что мышцы шеи из-за длительного сжатия тоже укоротились. То есть вот эта вторичная проблема стала первичной. И после того, как я их тоже порастягивал, голова стала смотреть уже как гироскоп, да, в горизонте. А до этого была вот так вверх поднята. Вот такой вот интересный случай, и именно он для меня очень важен, интересен и ценен тем, что он подтверждает мою вот теорию, мои размышления о том, как искать причины. И вот эта логика, да, то есть, если мы думаем, что ветер дует, потому что деревья качаются, то мы, как бы мы ни высчитывали площадь листа, расчеты будут правильные относительно площади, но выводы неверные. То же самое с осанкой. Как бы мы ни искали здесь цепи, мы никогда не найдем причину, пока не задумаемся, в другой логике не начнем работать. А вот другая логика, она не требует цепей. Ты смотришь и понимаешь, та единственная мышца, которая запустила, или это одна мышца, или это две, или это три, или сколько мышц, да? И проанализировав много осанок, я теперь понимаю, что будет, если укорочена одна мышца, допустим, прямая бедра, это будет одна осанка. Если там есть две мышцы укороченных, дополнительно это другая будет осанка. Если три мышцы, третья осанка и так далее, и так далее. Да? Вот в этой логике очень легко работать. И самое главное, что это работает и очень эффективно работает, что вплоть до того, что за один раз вот такие мощные исправления. Конечно, надо сделать скидку на то, что этот человек физически не очень развитый, поэтому у него мышцы очень легко растягиваются. Это у разных людей происходит по-разному. У кого-то мышцы тянутся легко, у кого-то тяжело. Но вот у данного человека легко тянутся, поэтому изменения вот такие большие. Так что надеюсь, что вот это все понятно. И я резюмирую все сказанное мной. Вот в этом случае, значит, причина основная: передняя большеберцовая, прямая мышца бедра, внутренняя косая мышца живота. То есть здесь три мышцы. Может быть даже дополнительно шея, да, но это следствие. С ней тоже надо будет работать, но она не является причиной. И она, в принципе, даже уйдет сама собой после исправления осанки. Но это будет долго, а быстро поработать. Вот такой вот анализ. Очень простой и, может быть, не для всех понятный, но он очень эффективен. Надеюсь, что вот вы это все поняли. Всем удачи!